Приветствую! В этом уроке мы построим Point to Cluster Constraint. Это такой constraint, который жестко привязывает объект к кластеру на другом объекте. Итак, давайте создадим сферу null и будем делать так, чтобы этот null был привязан к некоторому кластеру на этой сфере. Для этого добавляем этот кластер и нам надо сначала найти координаты всех точек этого кластера. Сам по себе кластер обладает всего двумя атрибутами. Это является ли точка элементом кластера или нет. Нам это и надо. Координаты точек кластера мы найдем, взяв сначала координаты всех точек сферы, это атрибут PointPosition, и потом применив ноду фильтр, которая пропускает далее по AES-дереву только те значения, у которых значение в порте keep равно истины, то есть как раз те точки, которые принадлежат кластеру. Теперь нам надо из полученного набора значений построить массив, потому что в результате выполнения этой ноды получится несколько значений с контекстом per point. И найдем среднее значение этого массива. Все, полученная величина это и есть как раз средняя точка в выбранном кластере. Но эти координаты это координаты в локальной системе координат сферы. А нам надо перевести их в глобальные координаты. Для этого, как мы знаем, чтобы перевести локальные координаты в глобальные, надо умножить их на матрицу трансформаций сферы. Берем эту матрицу, kinematic global transform, и умножаем найденный вектор на эту матрицу. Все, полученное значение это и есть глобальные координаты середины точек кластера. Теперь нам, чтобы все-таки найти точку на сфере, а не в середине кластера, нам надо найти ближайшую к ней. Для этого используем getClosedLocation и находим ближайшую точку на сфере. Но не относительно этой точки, найденной нами ранее, потому что для ноды getClosedLocation на portPosition надо подавать координаты точки, относительно которой ищется ближайшая, но в локальной системе координат объекта, на котором применяется эта нода. Поэтому нам надо эту координату перевести в локальную систему координат нашего нула. А чтобы перевести из глобальной в локальную систему координат, надо умножить на матрицу обратную к матрице трансформаций. Поэтому берем матрицу трансформаций нашего нула, находим к ней обратную и умножаем рассчитанный ранее вектор на эту матрицу. Все, теперь мы получим ту же самую точку, но ее координаты в локальной системе координат нула. И подаем это значение на position. В результате получим location тоже в локальной системе координат нула. Его надо перевести в глобальную систему координат, но сначала извлекаем оттуда PointPosition и переводим в глобальную систему координат, умножая это значение на матрицу трансформаций нула. Теперь с помощью Sorted2Matrix это значение задаем как значение положения в пространстве и записываем матрицу в матрицу глобальных трансформаций.
Все, мы видим, как у нас null перескочил в середину кластера. Вот. Теперь, если мы будем вращать сферу, то null располагается ровно посередине кластера, двигать ее и так далее. Но, когда мы вращаем, мы видим, что null сохраняет свою изначальную ориентацию, потому что мы никак не задаем его rotation. Давайте сразу scale перепишем без изменений. Так вот. Все. Теперь давайте вычислять поворот этого нула. Но нам, так как надо, чтобы этот нул был жестко прификсирован в сфере, то для определения его поворота мы будем использовать локальную систему координат полигона, на котором располагается ближайшая точка к середине кластера. Эта локальная система координат находится в атрибуте Polygon Reference Frame. Значит, значение этого атрибута — это матрица размера 3 на 3. Давайте посмотрим на нее. В числовом виде. Вот она, эта матрица. Значит, строками этой матрицы являются координаты базисных векторов в локальной системе координат. Вот. Но эта матрица, опять же, это матрица в локальной системе координат нула, потому что если мы будем его вращать, то есть менять локальную систему координат, то и значение матрицы меняется. Значит, нам надо перевести каждый из векторов, составляющих эту матрицу, в глобальную систему координат. Для этого сначала разделим всю матрицу на векторы с помощью ноды матрица размера 3 на 3 преобразуем в 3 вектора. Здесь нам надо теперь каждый из этих векторов перевести в глобальную систему координат, умножив на матрицу трансформации этого нула. Но вместо того, чтобы делать это по отдельности, можно соорудить матрицу размера 4 на 4 и умножить ее просто на матрицу трансформации. Начну здесь просто один к одному передадим все 3 вектора. На самом деле вот эта передача векторов означает, какой вектор локальной системы координат нашего объекта мы будем располагать вдоль векторов локальной системы координат полигона. При таком соединении означает, что локальный вектор x мы будем направлять вдоль локального вектора x полигона, y вдоль y, а z вдоль z. Но если надо по-другому, то здесь можно по-другому соединить эти порты. И теперь умножаем просто полученную матрицу. На 4-ю строку можно ничего не писать, так как она нам не имеет значения. Умножаем нашу матрицу на матрицу трансформаций нашего нула. И теперь нам надо извлечь поворот из этой матрицы, потому что нам на самом деле надо знать только поворот нула, и делаем это с помощью матрикс TSRT. Эта нода извлекает как раз поворот. И все. Теперь, если мы будем вращать сферу, то видим, что наш нул располагается всегда в одной ориентации относительно своего полигона. Сам он не вращается, не двигается, но масштабируется, потому что масштаб мы не меняем. Все. На этом наш урок закончен.